От новым так и живете от того. Так, друзья, ну в начале новостного блока я поясняю за название стрима. Название стрима звучит как «Заключена сделка по отмене договорняка». Ну, однозначно подписали, ну, знаете, как-то однозначно подписали, но непрозрачную какую-то сделку, да, однозначно неоднозначную, однозначно подписали, однозначно непрозрачную сделку. Ну, понятно, речь идет о американо-украинской сделке по редкоземельным металлам и не только, еще почему-то там, понятно, вопросов гораздо больше, чем ответов, да, и обновления там выходят каждые 0,5 секунд, да, там. Я сейчас стримлю, наверняка Нардеп Залезняк что-то написал, ну, вот я пытаюсь по нему ориентироваться, хотя у него есть свой какой-то интерес, да, политический, в смысле. Но он, что я последнее видел, что он, по его, как минимум, он один из инициаторов, позвать премьер-министра Шмыгаля в парламент, тот пошел, естественно, значит, все хорошо, звітувати перед парламентом, что ж, собственно, что придется ратифицировать, да. И вот оттуда какая-то информация, ну, он там его спрашивал, где будет юрлицо. Юрлицо будет в Делавере. Ну, будет и будет, вообще похуй. Ну и там еще какие-то тонкости, в общем, вы их там можете почитать. Мне они ни о чем не говорят, и к тому же я понимаю, что и в условиях, скажем так, таких неравных игроков в этой сделке, да, ну то есть мы и США вещи, может юридически даже в сделке это будет и равно, но по сути нам свое юридическое право отстоять очень сложно будет, очевидно, да, это очень разные по весу страны, скажем так. Причем и их институты, которые с этим связаны, тоже разные по весу. Это то, о чем я говорил. То есть, ну, тяжело представить, чтобы украинский суд, он не пользуется доверием нигде. Даже в рамках Украины он не пользуется доверием. Невозможно, чтобы он разрешал какие-то где-то конфликты. Это бред. Тут полностью девальвирована судебная система настолько, что ей не доверяет даже ее собственный глупый народ, да. Мундиры голубые и преданный народ им, да. Даже он не доверяет, то есть там по всей социологии всегда суды стабильно висят в самом днище, да. Они вон службе безопасности, блядь, Украины, конторе ГФБшникам доверяют, а вот судам не доверяют совсем. Ну, в общем, я к чему-то это ставит нас сразу однозначно точно не в равные условия с США. Они равными не будут, даже если будут прописаны там как-то юридически равными. Я сегодня начал стрим с того, что тут дело там не в зрадобесии, не в зрадоебстве. Просто на Руси, особенно в Украине, может как в центре, да, в каком-то смысле Руси, э, всегда оптимист, он будет посрамлен. Он будет посрамлен, оптимист будет посрамлен. В этом смысле я что-то не знаю, вот сейчас особенно иссяк оптимизм на тему сделки, не верю в то, что здесь появится что, типа, даже непонятно что, типа, как Пуэрто-Рико, ну, скажем так, оптимисты, которых я встречал, которые что-то говорят об этой сделке с украинской стороны, то у них в голове что-то такое, типа там Пуэрто-Рико какой-то, или там, ну я говорил когда-то американская Самоа, никто не знает, как выглядит американская Самоа, ну что-то типа Гуама, ну, короче, что-то такое, где как бы видно, что это дыра, но там есть какое-то американское присутствие. Ну, Гуам, наверное, там просто одна база и все, ничего больше нет на острове. Ну, вы поняли, что имеется в виду. Не, такого точно не будет. И однозначно там, несмотря на то, что я не то, что абсолютно нет, да, не протекционист какой-то в экономическом смысле, но здесь имеет смысл какая-то позиция протекционная, да, если это касается американских компаний, которые будут здесь реализовывать подряды. Потому что Потому что все-таки они не в честных условиях их здесь получают, да. То есть в этом нет рыночного ничего. Ну, я понимаю, что мы говорим абстрактно, но просто обычно, ну, хотя бы исходя из формата, как это будет выглядеть, ну, наверное, так, да. То есть американские компании будут иметь здесь какой-то приоритет. И, ну, что в этом хорошего? Однозначно, что это будет большая коррупционная ниша. И люди, которые приводят в этом уже случае примеры такие охуенные, как э, такие охуенные, как там план Маршалла, такие охуенные примеры, как Федеративная Республика Германия, да, времен Холодной войны.
Ну, в общем, вся Западная Европа, все страны Европы, которые не входили в организацию Варшавского договора, или страны Азии, тогда в этом был политический смысл определенный, да, в контексте холодной войны, отстраивать эти страны и наращивать там оборону Европы. Сейчас такого смысла нет. И в этом смысле это может больше похоже уже на Ближний Восток, опять-таки. Да, эпоха ближневосточных войн этих в 90-х, где США играли ведущую роль, уничтожили эти страны, ну, может, не физически прямо уничтожили, да, в смысле, ну, может, не все там как руина, но в политическом смысле они, скажем так, как-то очень сильный нанесли им удар, да, разложили их очень качественно, так что до сих пор на ноги они встать не могут. Ничего там, несмотря на какие-то попытки взаимодействовать, на экономическом уровне никакого успеха это не возымело. Ну, конечно, нужно понимать специфику региона, да, там не до конца понятно, что будет завтра. Очень высокая напряженность. Но, тем не менее, ключевое, мне кажется, что нету, скажем так, нет смысла политического что-то там, чего-то добиваться. Я думаю, если бы они хотели, они бы навели там порядок и с какими-то и шиитами и так далее, да, в каком-то Ираке. Но нет политического смысла, да, на такое тратить большой объем ресурсов. Ну, в общем, так и здесь. Я почему-то не знаю. Сложно рассуждать об абстрактной вещи, да, нардеп Залезняк писав, що ми будем непонятно, мы еще не читали угоду, мы читали только рамочное соглашение, что-то там такое. В общем, не до конца понятно, о чем мы говорим, но пока думал сегодня, да, о фирмах иностранных, о подрядах, почему-то вспомнил, это старая такая телега. Ну, тоже вы должны понимать, что мое мнение в этом вопросе весит мало, потому что это вопрос экономики и экономистов, да, там разных ставок, хуявок, еще какой-то хуйни. Но в целом мне всегда вспоминалось такой момент, как, может, вы помните, сейчас я не знаю вообще, как там обстоят дела со строительством дорог в Украине, но я же не в Украине, я в Польше. То вспоминается, как они привлекли турецкого подрядчика на строительство дорог, и, ну, очевидно было, что если Укравтодор, опять-таки, да, если Укравтодор строит дорогу, понятно, что это коррупция, но это хотя бы находится внутри Украины. Можно найти какую-то управу, можно найти какие-то концы. Если это строит турецкий подрядчик, все, блядь, там концов вообще не найдешь. Хуй его знает, кто там, как там деньги потом попадают и кому, да, в какой форме. Но это, мне кажется, усложняет значительно процесс. И опять-таки непонятен смысл. Строительство дорог в стране, где есть на это спрос, где много дорог, ну, где страна большая и так далее. Еще и учитывая, что строительство дорог это, ну, там, это не ядерная физика, это там не полет на Луну, блядь, это, ну, можно осилить, в принципе, можно осилить, не неземная технология, то есть не до конца понятно, в чем там такая была схема, да, в чем была ее необходимость и в чем было ее оправдание. Ну, в общем, это я просто вам пытаюсь объяснить. Представьте, вот мы знаем, что у нас есть. Многие люди считают, что там какая-то гораздо-гораздо меньшая, ну, то есть нулевая, нет коррупции в американских фирмах, да, ну, буквально недавние скандалы с Боингом, да, то есть, ну, понятно, что идеального ничего не бывает, просто гораздо легче нести различные там коррупционные бремя, гораздо легче нести различные коррупционные бремя, будучи одной из самых богатых стран, самой богатой страной в мире. Намного легче нести коррупционное бремя, оно менее заметно и меньше проступает в каком-то бытовом смысле, если ваше государство такое давно устоявшееся правовое, да, с устоявшимися такими правовыми традициями. Но тем не менее, да, мне кажется, все равно этот пример удачный вполне. Это представьте, опять-таки, возьмем в пример наш там Автодор какой-то, какую-то компанию такую, да, украинскую, не знаю, Укргазвидобування какой-то. Представьте, если эта компания, да, вот вы представьте ее, представьте там, да любую, ну любую украинскую компанию, представьте ее там директоров, вот это все, представьте эту компанию, и представьте, если она получит подряд на строительство какого-то инфраструктурного объекта, ну, условно, не знаю, в Судане, ну, в какой-то выдуманной африканской стране, но очень далекой и совершенно непонятной. Понятно только, что в ней очень плохо, в ней высокая коррупция, в ней
скажем так, она не очень правовая, да, у нее большой пакет вот таких понятных проблем отсталой страны, очень отсталой. И представьте, если бы наша компания получила бы там какое-то преимущество в реализации какого-то проекта, да, каких-то инфраструктурных проектов. Мы с вами однозначно дадим ответ, что это просто очень сильно обогатятся люди в этой компании и политики, которые это там покрывают и лоббируют, да, которые там, в общем, помогали этот проект куда-то продвинуть в политическом смысле, да, помогали поучаствовать, в общем, в реализации этого инфраструктурного проекта. Это и условно украино-суданской дружбе, да. Мы прекрасно понимаем, что это, ну, закончилось бы недостройкой этого проекта однозначно инфраструктурного, исчезновения денег и, ну, скандалом, да. К тому же так у нас было, например, с оборонными закупками так было, да, там БТРы поставляли в Малайзию или танки поставляли в Малайзию, ну, в общем, что-то похожее, да. То я сомневаюсь, что в этом смысле что-то другое было бы, да. Потому что вот слишком разница серьезная в весовых категориях. Да, я говорил, что мы сегодня вспомним фильм «Борат». Мы вспоминали просто Сашу Барона Коэна. Я вам говорил, очень советовал пересмотреть фильм «Борат 2», да, потому что там сюжет реально очень плотно связан с Украиной, и буквально многое из фильма «Борат 2» можно почерпнуть именно как реального опыта и реально каких-то стратегий во взаимодействии Украины с трамповской администрацией. Там суть буквально такая, что, в общем, Барату Сагдиеву нужно восстановить отношения, нужно, в общем, понравиться Трампу. И они выбрали там очень интересный момент, очень интересный инструмент. И мне кажется, что, ну, во многом успех, э, ну, это, знаете, такая уже просто юмористически конспирологическая мысль. Ну, наверное, есть серьезный процент успеха, может, даже основной, а может, даже и главный. Заключение этой сделки, что выбрали правильную стратегию через вот эту Свириденко, да, через любимую пожилыми вот этими белыми мужчинами-республиканцами, через любимую их, скажем так, любимый их тип женщин, вот этих славянских каких-то, ну, славянских, в общем, славянских куколок, каких-то, в общем, славянских женщин куда-то тудой. Надо побольше привлекать моделей нам на должностях. Все равно министерская должность в Украине не то, что прям что-то очень важное означает, а при этом, скажем так, пользы Отечеству во взаимодействии с вот этой американской администрацией, это может принести очень много. Вот. И это, в принципе, было в Барате 2, да. Далеко от границы с Украиной, да, в Киеве. Так, хорошо, да. Честно говоря, мне и самому по этой сделке, блядь, нужен эксперт. Ну, и пока что только понятно, что неизвестно, что в ней точно будет. Да, вот точности нет, точности нет. Но даже на таком этапе не помешал бы эксперт, и я понимаю, что, блядь, такого просто нет, да, вот голос, которому я мог бы в экономическом смысле здесь доверять, да, и чтобы он не был заангажирован, потому что я понимаю, что я сейчас открою канал этого человека или этого эксперта, я уже знаю, какую оценку этой сделки я там прочту, да, потому что у него такой интерес. Я открою канал другого человека, там полна перемога, повнейшая перемога, прям не то, что выгодно, а супер выгодно. Урвали вообще нереальную сделку, что сразу заставляет задуматься о том, что насколько будут для нас тяжелые ее последствия и как долго мы будем ее ощущать. Интересно, кстати, что Влада на высшем уровне как-то не то чтобы особо много говорит, не то чтобы особо много рекламирует, потому что если подумать, то для президента Зеленского и, ну, неплохая возможность, если реально так все успешно и удачно, хорошая возможность говорить, боже, блядь, посмотрите, какую просто победу и в каких условиях я принес. Нас хотели разуть, с нас хотели содрать долг, ну он там, блядь, обезумел вообще, хуй пойми, что себе выдумал, в смысле Дональд Трамп. А я и мой талант, и то, как я там рвал и металл, чтобы встретиться, и все такое. И, в общем, мои усилия привели к тому, что не то, что скостили, а вообще наоборот, блядь, там еще мы в плюсе охуенном будем. Ну, хорошая возможность, но почему-то как-то особо они ей не отсвечивают. Ну, наверное, тоже так, наверное, полностью нельзя сказать, потому что все-таки многие телеграм-каналы, которые, я понимаю, что это посты заказные, написали хорошую рекламу этой сделки, не знаю, насколько она соответствует реальности, ну, типа о том, что, бля, посмотрите, выгода нереальная, 10 лет никто ничего не платит, там, только нам в плюс, там, то-то, то-то, только нам в плюс, то-то, то-то, только нам в плюс. Ну да, типа, ни слова критического. Хорошо, то я думаю, что это тоже не случайно.
Да, вы знаете, следующим пунктом у меня дописано то, что все-таки название стрима состоит из «Заключена сделка по отмене договорняка». Следующая, естественно, тема договорняк. Договорняк, переговоры о мире и так далее, и так далее, и так далее. Вообще волна какого-то охлаждения капитального охлаждения после этой минеральной сделки. В том смысле, что прямо пошел конкретно на спад оптимистичный тон американской администрации. Какие-то начались такие слова конкретно, что ну мы уже не будем, госсекретарь, по-моему, говорил об этом американский, да, Марко Рубио, что, который, кстати, занял еще один пост в администрации Трампа. Ну, я не знаю, я эту новость не выписывал, но кому на нее не похуй. Хотя мы просто обсуждали этот Signal Gate, вы помните, что советник по безопасности Трампа Уоллс, Майк Уоллс, случайно или не случайно добавил не абы кого, а главреда одной из самых вражески настроенных по отношению к Трампу медиа, добавил главреда медиа «Атлантик» в чат, где они обсуждали бомбардировку йеменских хуситов, был большой скандал. И вот, этого человека выгнали, сняли. Ну, не то, что выгнали, сняли, переставили в ООН представителем, да. И его место, его должность, ну, временно исполняющим обязанности стал Марко Рубио. Ну вот, и в общем, да, Марко Рубио говорил, что мы уже не будем теперь чуть что летать по миру договариваться, пора им уже самим начинать диалог и так далее, и так далее. То я это написал как, ну, описал, у меня это написано в блокноте как давить или не давить. Ну, типа, да, вот в чем вопрос. Ну, не знаю, мне кажется, что слишком так люди серьезно слишком относятся, наверное, к риторике, вот такой смене, да, риторики американской администрации. Мне кажется, что, наверное, это вполне свойственные им, просто сейчас амплитуда выросла, свойственные им такие дипломатические качели или качели в риторике, да. Не то чтобы даже, хотя и тоже, и в этом есть смысл, да, чтобы выглядеть, скажем так, не играющим там на чьей-то одной стороне, да, ну, например, на стороне России, а чтобы сохранять как бы такую арбитрарность, да, и, ну, в рамках переговоров выглядеть все-таки стороной третьей, да, стороной, которая пытается, которая равноудаленно, да, ко всем, к воюющим сторонам. Да, и, по-моему, они придерживались этого и раньше, да, а сейчас просто нарастили амплитуду. Ну, наверное, это связано с сделкой в том смысле, что сделка очевидна, да, и это уже об этом писало какое-то медиа, что да, сделка и уступки по ней стали возможны, очевидно, в связи с какой-то очень сильной, скажем так, очень сильным походом навстречу Трампу со стороны президента Зеленского. Да, Трамп со многим там совсем согласился, что по миру, по договорнику предлагал Дональд Трамп. Ну и в смысле, что информационный повод такой, да, сближения Украины с Россией, мне кажется, позволяет им нарастить амплитуду в информационном пространстве вот таких вот качель, да, скажем так, угроз России. Ну, уже сегодня была череда каких-то, почему здесь давить или не давить написано. Сегодня была череда там в Блумберге, еще где-то в каких-то западных медиа, череда новостей, в которых писали о том, что, ну, там уже рассматривают санкции. Ну, в общем, рассматривают какие-то инструменты давления на Россию. Из понятных, четких, там только санкции. И то, что, ну, и в этой сделке, и вообще стало обсуждаться вопрос не передачи, но продажи Украине оружия, что тоже позволяет США -то как бы балансировать. Мы не то, что открыто помогаем, ну просто бизнес продаем в обмен на европейские деньги там условно. Да, в общем, к чему? Все вроде выглядит закономерно, и не удивлюсь, что если там через неделю, например, а может и раньше, все сейчас быстро происходит, через пару дней риторика, да, там Госдепа, Белого дома изменится на то, что, ну все, мы опять там Украиной недовольны, а Москвой довольны и так далее, и так далее. Ну где-то, в общем, вот в таких рамках она будет двигаться еще долго, возможно, обещанных 2 недели и так далее. В общем, серьезно бы не относился. Как минимум, точно думаю, что, наверное, волна оптимизма еще одна однозначно нас ждет. Да, несмотря на то, что сейчас оптимизма подубавилось по сравнению с тем, сколько его было там те несколько дней назад.
Да, ну я эту новость не выписывал вообще. Ну, в смысле, новость мы эту обсуждали на прошлом стриме, но не выписывал там никаких обновлений, потому что их не нашел. Не до конца понятно как, ну, кроме, опять-таки, вот этого такой смены, небольшое обострение риторики со стороны США, не до конца понятно, какая реакция на перемирие, предложенное Путиным аж не на 3 дня, на 9 мая. Вот. И в этом смысле наверняка вот это обострение риторики связано с недовольством американской администрации вот этой затычкой в виде перемирия на 3 дня. Но все-таки более интересно, что на земле будет, в смысле, как украинская сторона отреагирует. Вроде как США не требуют принятия этого перемирия. Ну, в общем, это интересно, но обновлений никаких нет. Ну, правда, у нас президент вот последние эти перемирия научился выдерживать и интригу, и неоднозначность, не говорить однозначного ответа, да, как и с прошлым перемирием. Даже не было такого, что да, мы принимаем. Было такое, что я доручив фіксувати порушення, да, сказал президент Зеленский, и то сказал там уже в последний момент. Да, друзья, ну, значит, не по порядку будем двигаться. Санкции на Арестовича, Олежко и еще какого-то Костя Бондаря. Я вот, блядь, плохо знаю, кто вот этот. Хорошо знаю, кто такой Олежко. Хорошо знаю, кто такой Арестович. Невозможно ничего нового сказать об этих санкциях против своих же граждан. То есть понятно, что инструмент политической расправы, который не требует даже решения, даже типа украинского суда, туда, о которых я уже сегодня высказался довольно красноречиво. Я уже много раз говорил на эту тему и, ну, не знаю просто, есть ли смысл повторяться, при том, что и журналисты попадали под пресс, как главред страны ЮА, при том, что уличить реально ее не в чем, главреда страны ЮА. Ну, то есть она ничего, даже за всю свою карьеру, в отличие от АПшных пропагандонов, да, такого не сказала, за что можно привлечь. Но это им не помешало вводить санкции. Не знаю насчет Арестовича наверняка, ну, то есть на него же есть заведенное дело, то есть его можно найти слова, за которые его можно привлечь. Понятно, что, наверное, в вопросе этих санкций, при том, если мы посмотрим, то обычно же санкции в пятницу вводятся, как и в России на агенты объявляются, а здесь четверг был выбран, днем четверг. Наверное, тайминг выбирают они под подписание сделки, чтобы сделка затмила для домохозяек, собственно, запрет их секс-символа. Ну, как минимум, запрет доступа из Украины на арестовичевские каналы на YouTube, да. Не будет эфиров, ну, там, не с Фейкиным, но с кем-то другим. Теперь, да, домохозяйки будут читать о сделке, о там покушениях на Стерненко. Ну, это, да, тут не строю конспирологии, понятно. Вот, а со сделкой, думаю, связана и такая спешка, и, скажем так, подбор имен в этом санкционном списке, да, на эту неделю. Ну, а то, что это там политический мотив и, безусловно, подготовка к возможному будущему политическому сезону, ну, это понятно и так, думаю. То есть перестраховаться лишний раз. Ну, в общем, вот. Мир мог стать сегодня лучше. Но, это не сегодня, это вчера было даже, да, мир мог вчера стать лучше, но случился этот, омрачил этот день, не дал миру стать лучше этот ужасный, спланованный россиянами невдалый замах на Стерненко. Вот. Ну, блядь, вообще, а что по этой теме можно сказать, кроме того, что, ну, наверное, скажем так, хотя и не везде же так бывает, но мне кажется, что своих, по крайней мере, политических оппонентов они не защищают Служба безопасности Украины, хотя защищают многих, да. Но при том эти все многие, наверное, это просто уже, скажем так, широта распространения влияния офиса президента. Те все многие, кого вспоминаешь, защищала Служба безопасности Украины, те все многие, они были все-таки так или иначе в орбите офиса президента Украины. Вот, ну, в общем, тут сказать нечего. Кроме того, наверное, что удивляет, скажем так, слабость, если это реально они там причастны, ну, тут проверить это невозможно, остается только верить на слово. Слабость российской конторы, да, хотя там вот как раньше они травили ядами какими-то новичками, так что там травили пол Британии, да. Хотя нельзя назвать это успешной, эту операцию, да, с учетом пали такой страшной и так далее. Но, тем не менее, да, как старались. А тут как-то так слабо. Я к чему, что просто вот этот выбор все время каких-то бомжих, там, знедоленных. Я понимаю, что это, наверное, вложить минимум, получить максимум, но опять-таки,
Украинский опыт, да, почему там Владлен Татарский так? Потому что взрывы, да. Пистолет это не так эффективно, как взрыв. И интересно, почему они выбирают такую технологию, а не другую. Ну, в общем, вот такие только мысли. Вот такие только мысли. Ну, тоже конспирологии не выстраиваю, что это там какая-то тоже там в рамках... Такое, думаю, можно прочесть, что это в рамках политического сезона, тоже нагоняние себе какого-то там мученичества. Хотя я думаю, что мой говновоз, который смотрит Стерненко и мне его рекомендует, роман хороший, да. Ну, в смысле, не роман хороший, а с говновозом, а в смысле зовут его Роман. Ну, в общем, да, который мне советовал Стерненко, я думаю, что он, наверное, ну, там, только больше начнет его любить от того, что чуть не пострадал он, да, за это самое, за грехи. Чуть не пострадал за службу, там, за Украину, правильно? Но при этом, да, думаю, конспирологии нет, конечно. Слишком, слишком риск высокий. Ну, в общем, да, друзья, новости закончились. Курю последнюю сигарету, читаю ваш чат и выключаю стрим. Наверняка что-то не сказал, что сегодня планировал сказать, но, честно говоря, уже ну, настолько одно и то же происходит, что сложно что-то новое все время об этом придумывать. Оказывается, у меня 2 сигареты, а не одна. Так что гуляй, рука, балдей, писюн. С одной стороны, вот имеет смысл мысль о том, что, ну, и я ее сам там говорил на прошлом, по-моему, стриме, что если США подписывают сделку с Украиной, ну, наверное, верят в ее жизнеспособность, да. Но с другой стороны, сделка эта, она не обязывает США ни к чему, она ничего от США не требует. И, ну, можно спокойно представить, что уже через какой-то месяц эта сделка будет полностью забыта, в том числе и в США, да. Это я в смысле о том, что насколько эта сделка помешает США выйти из переговорного процесса, насколько эта сделка помешает непосредственно Трампу забить на поддержку Украины. Об их заява про договорняк просто сделана с расчетом, что они его уже склепали и толкнули с горки катиться, а там развалится договорняк или нет, видно будет. Но если они так сделали, то он точно развалится. У нас чомусь думають, потому що хотять вірити в чудо, устали вже страдати, ти понімаєш? У нас чомусь думають, що будь-що, що ми підписуємо, має мати ефект як економічне чудо. Ну, як этот... записка державного експерта говорив. Причорноморський кабан, да? Як азіатські тігри. Чудо у Німеччині, де відразу після війни все пішло вгору супертемпами. А все менше цього провал. Хоча повне відновлення після війни це виключення, а успіх це виключення з виключень. Он Півкорея через 10 років після закінчення війни відновилась до довоєнного рівня, а В'єтнам через аж 20. Дурні думкою багатіють. Должна ли Рада ратифицировать данную сделку? Будут ли какие-то проблемы или ввиду остужения договорника никто не будет мешать администрации президента? Да продавят по-любому, может не с первого раза, но если это проблема, да. Ключевой долг. Если бы долг остался, ну, наверное, и президент бы на это не пошел. А раз он исключился, то цепляться особо-то не за что. К тому же, ну, нужно еще и понимать, что, ну, правда, когда это мешало кому, но просто, скажем так, те, кто мог бы голосовать против, их основной аргумент был, что президент Зеленский там исполнил вот этот тонок в овальном кабинете свой и поссорил нас с основным союзником. Если они не будут голосовать, ну, они сами как бы будут нас пытаться поссорить с основным союзником. Что будет, если сдохнет Путин или его любимые мужчины по типу Лаврова или Пескова? Но если они, то ничего не будет. Что будет как во власти в Москве, так с населением России, как гражданскими, так и военными, ну и с безопасностью в Европе и на других материках. Ну и ты сравнил, если там Лавров или Песков, то ничего не будет, найдут новых людей. Ну вот если умрет Путин, то тогда не знаю, что будет. Ну точно ничего хорошего не будет. Ну понятно, начнется какой-то цикл, да, политический новый. Электоральный, но он будет очень тяжелый, и непонятно, какие будут его итоги, да, потому что очень централизованная власть, и каждый почувствует возможность, скажем так, изменить свое положение кардинально. Денис, когда на стрим к Марго? Так мы были много раз, не знаю, зачем идти, но можно сходить. На этой неделе вроде позитив, сделку заключили, оружие еще не продали, да и сделку пока не ратифицировали. Зеленского ни разу не назвали диктатором, но это, кстати, позитив. А, Марго же еще забанили на Твиче. По твоему мнению, ликвидация Росконструкторов ракет является легитимной целью с точки зрения международного права? Но я в международном праве не разбираюсь. По-моему, легитимная. Но не знаю с точки зрения ли права международного, но типа цель в целом хорошая. Это же надо бронированный Range Rover.
Я, блядь, и не знал, что такое существует. Я знал, что крузаки есть бронированные, но чтобы Range Rover. Не так бы у нас любили роскошь, мы бы уже были как в Африке, где все ездят на вот таких бронированных мрапах разных, да, типа вообще, как боевики картеля. Не так бы роскошь у нас любили, могли бы отказаться от вот этого ненужного оверпрайса, да. Потому что та машина, она куда более ебее в вопросе бронирования, да. Ну, вот этот броневичок, да. При этом цена, ну да, дороже, но типа ты там хоть за что-то платишь. А здесь ты платишь, что тебе нахуярили там какую-то капсулу, которая РПГ не держит, да, например. Ну, любит наш народ роскошь, нихуя не сделаешь. Потому что, хотя тоже не скажу, в Африке еще беднее. Хуй его знает, ну, любят роскошь. Потому что, наверное, тягаться с европейцами. В Африке не с кем тягаться, да. А тут надо все время уровень показывать. Кучерява Стерненко живет, личный водитель, охрана, дорогая тачка. Ну, кто на что учился, кей-поп лавер, кто на что учился. Не, ну это вообще шедевр. Но мое любимое исполнение не оригинала этой песни. Я даже не знаю, есть ли оригинал. Мое любимое исполнение этой песни это «Врятуйте нашу семью, чи кохана мы вбиваємо дітей, де ото холодильник». Ну, мы это и так знаем, думаю, все это знают. Я, честно говоря, только там эту песню и слышал, по сути. Но знаю, что есть ее оригинал. Это крышу рвет не на минимум, бас не на минимум, нам не на минимум. Класс, блядь, вообще бомба. Є пробиття. Індокачки через те, що вони з Індії, чи через те, що вони від індичок походять? Через те, що вони схрещені з індичками, ну індички то з Америки, да? От індіанців, да? Можна так говорити? Хуй его знает. Опа, песня называется. Качает, бля. Ах ты тварь, блядь. Вон, видите, в медалях, в орденах. Это, видимо, песня к Дню Победы. Скоро выборы, да, к выборам. Я вспомнил вообще, что, знаете, ну, понятно, тут, короче, 2 минуты опа. Ну, это, кстати, хорошая песня. Вспомнил, что у Потапа в старых альбомах была, короче... Да ничего там не защищает. Была, короче, песня... что-то там «Я не тону, хоть и тянет ко дну». Нагуглите, хуй ее найдешь уже. Что-то там на-на-на-на, я Потап непотопляемый. И я даже когда в детстве слушал ее на кассете, я думал о том, что, блядь, это же не, ну, я не тону, хоть и тянет. Как-то невольно приходят ассоциации с Калом, типа. У меня iPhone не 13, ну у него какая-то болезнь, что-то он все время, вот как бы ты ни держал телефон горизонтально, ты нажимаешь full screen на YouTube и видео обязательно вверх ногами. Как думаешь, волонтер, в которого стреляли, сам на Land Rover, Land Rover, вони что, на ровере їздять, заработал, и на 2 охранников, лимузины 2 охранника, в детстве шутка была такая, на 2 охранников, или тут есть ситуация, какая ситуация, кто на что учился, а лох не мамонт, как известно, также. Там все нормально, чувак, там уже все доследили, что это машина конторская. Ебать, ну, нельзя машину попроще взять, попроще. Ну, попроще там, какой-то мультивен, да, они, ну, нахуя такую-то дорогую? Кто-то просто пишет даже, ну, там, машина контора СБУшная, в смысле, ну, там, это самый, за счет передач денег партнеров, бля, может, лучше там эти деньги как-то было с большей пользой потратить, а не на такую машину. Пиздец. Короче, ну, ну, нахуй. Так здесь всегда. Здесь всегда так было. Здесь так есть. И здесь всегда так будет. И все. Просто вот так тут. Я не знаю, где по-другому, правда. Но тут точно так. А какую тачку для рэпера? Да. Не знаю, может я арендовал. Откуда я это знаю? Как он это докажет? Доказывает ли он это? Да, блядь, мне не надо доказательства, чтобы знать. Короче, я уже столько раз говорил о своем отношении к сборам и
к тому, что люди на них зарабатывают, что уже нема сил повторяться. Но если кратко, то люди за свой труд честно получают часть денег. Чего нам ждать на 9 мая, Дня Победы? Каких представлений и сюрпризов? Не знаю. Но на 9 мая не принято дарить сюрпризы друг другу, подарки, правильно? Но был бы хороший тогда праздник. В плане истории он писал, что арендованная тачка. Ну мало ли, что он писал. Он пишет, что и деньги он честно все передает. Он еще может что написать. Не, ну если писал, то ладно. Извините тогда, сори. Ошибся, бывает. Ну, правда, я и не утверждаю, я не знаю. Но если писав, то це аргумент, безусловно. Тепер у нас є поліцейські автомобільні, мотоциклетні, велосипедні, піші і нарешті кінні патрулі. Які ще можна ввести, на твою думку? Ну, вроде где-то видел, что чи на самокате, чи на моноколесе есть. Так что ты что-то не учел еще. В общем, на электротяге. Сегодня будет мало людей. Все на шашлыках. Да, кто там? Ты что, те, кто нас смотрят, они из хаты не выходят. Какие им шашлыки? Да, пацаны, с вами, блядь, не это самое. Мне такая тачка пока, может, не светит. Пока пан Олег, ну, видно, что честно заработанные. Видимо, он не занимается с підтримкою армії і не собирає донати, то людина пише: люблю ваші стріми та аналітику, дуже дякую. Новин багато, думаю, стрім буде потужний, не знаю. Але подивлюсь в записі. Дякую, пане Олег, за полтос. Полтос. Я виходжу з хати. Зараз на вулиці. І зачем хвастаться? Не, это я не знаю, сказал или нет, что они не выходят с хаты не потому, что что-то, а просто потому, что такой у них образ жизни. Я не представляю своего подписчика, который делает шашлыки. С кем он их делает? Ну, со своим парнем, может? Со своими парнями. Вот видишь, со своим парнем. А от со своїми парнями вже звучить хорошо. Як ти не слухай Нінтендо, це самий більший орк із всіх реперів, да? Блять. Я думав, що найбільший орк это Нагано. А Нінтендо нормально. Як ти нова пісня Славіка Балагана? Тільки що слухали, классная песня. Ну, как всегда, гений. Как всегда, гениально. Кстати, я не посмотрел, сколько на ней переглядів. Вот это же самое важное, не? Опа. Нихуевая зигота. Он украл у Влада Валакаса. Блин, 42 тысячи, пацаны, давайте поднажмем. Тут комментарии написаны. Славянская душа встречается с современным стилем, мне это нравится. Оно написано на английском, что самое интересное. Но звать человека, который оставил комментарий, Полякова Фрося Павловна. А если сначала новое? Все на английском. Вот. Іванко Воробйов пишет на українській мові, пишет Воробйов. Браво, як завжди. Обіцяна хуйня, влюбленный смайлик. Надо будет оставить потом комментарий, что это охуенная музыка. А, да, еще про качек, ну кроме тех страшных видео, которые я скидывал, то у меня качка пропала, короче, думал, что спиздили. Объездил пив села, никто не знает, где она. Все обсмотрел, трава высокая, их даже не видно в траве, если съебалась. Следы уже смотрел, да, как этот, следопыт. Какашки и следы. Хуй знает, куда пропала, нема и все. А потом бац и появилась, ну где-то на огороде. Где-то в кушпырях ныкалась. Ты на Жигуле гоняв чи на лясе? На лясе, бо надо было ездить в всякие дебри. Зато нашел такое здоровое место, ну правда, лень было еще раз туда ехать. Как бы такая площадка, ну в кушпырях, тупо в жопе мира. Площадка, которая вот так где-то метров 10 на 10 полностью заросла сиренью. Там можно было прямо такой букет сирени налумпачить. Ну, думаю, там еще, кстати, нормальные клещи в обороне сидят. Так я, кстати, и не посмотрел потом свои ноги. На лясе, я рассказывал, какая у меня хуйня с лясом, что я пробил колесо. Там, блядь, какой-то велик из Германии, ебать, вообще, машина. Я таких велосипедов никогда не видел. Там какой-то такой сосок, блядь. Вообще. Ну, так его не накачаешь компрессором там, чи насосом. Только через какую-то, блядь, проставку, которую накручиваешь на сосок. Я ездил по лесу, там какая-то шина МТБшная стоит, фрирайд, что-то там. На таком тонком алюминиевом диске. И у меня есть один шоссейный слик, вообще тонюсенький. Можно поставить, но он только один. Ну, в общем, у меня стояли там такие...
И я где-то ездил, и знаете, вот эта ожина, да, растет ягода в лесу дикая. И она плетется таким ковром по земле, и у нее такие нихуевые иголки. В общем, где-то я там налетел на земную ось и пробил шину. Пробил шину на переднем колесе. Я ее клеил. Там как только не латал. Но поскольку, как я понимаю, уже мененная прежним владельцем камера была китайская, я благополучно вырвал из камеры сосок. А это такое повреждение, которое уже не восстанавливается никак. Ну, мороз был, видимо, с этим связано. Пытался накачать. Решил я купить же шину. Решил купить камеру. Долго-долго, блядь, подбирал параметры. Долго-долго, там, диаметр, толщину, там, блядь, там, 100-500 параметров. Подбирал. Континенталь шина. 600 гривен, блядь. 600 нахуй гривен. Скат на Жигу, наверное, стоит, блядь, дешевле. Ну ладно, купил. Он приехал, я его, блядь, примерять. Сосок высокий, нестандартный. Сосок высокий, нестандартный. Не такой, как на обычной Украине. Но, сука, не влазит в диск. Блядь, ну это пиздец. То есть высокий, как и прежний, но прежний тоньше. Потом уже благодаря Гроку, да, нейросети, я узнал, что, оказывается, есть французский сосок и еще какой-то, блядь, сосок, неважно какой. Я именно вот этот неважно какой купил, а у меня французский. И в итоге, ну, эту камеру мне пришлось возвращать. И деньги мне вроде как, ну, одобрили возврат, но деньги так и не скинули, эта розетка. Вот, то я до сих пор без нормального велосипеда езжу на каком-то детском подростковом таком китайском уебане исключительном вообще, которым очень тяжело и неприятно ездить, неприятно. А на том вельчике гидравлические какие-то тормоза там дисковые, ебаный свет, там столько всего. Регулируется пружность передней вилки, да, жесткость на руле. Ну, я такого еще не видел. Да, у моего друга была какая-то камера богатая. Сосок подходит, но не подходит диаметр. У него 29 дюймов камера, а у меня 26 дюймов колесо. Дроновые патрули, да, кстати. Это там спрашивали, какую еще можно это самое автоматизацию полиции сделать. Ну, в смысле, на транспорт какой их еще посадить. Ну да, что-то вот такое ты пишешь. ФВ Преста. Вот это такой, походу, у меня. Я велик электризировал, и с кайфом гоняю, и быстро, и гемора с машиной. Опять лудоманский звук где-то сыграл. И гемора с машиной нет, что тебе сказать? Какой-то... Закажи на след раз с Алика TPU камер, чтобы тут не переплачивать. Пока пан Гетманцев не ввел мыто на такое. Может это имело бы смысл. Но меня напугал опыт с прошлой камерой. Она, я так понял, была китайская, и из нее выпал сосок. Я вообще изначально думал, что оно бескамерное, честно говоря. Бля, такая шина, но, видимо, какая-то другая нужна, более, чтобы был высокий протектор. Как-то слишком нежная она для поездок по лесу. Денис, скажи, это безумие когда-нибудь кончится? Какое? Ты знаешь уже, ну, не, во-первых, не первый он, да, то есть давно об этом говорят. Вот это правило выживания в концлагере, который предложил социолог-еврей, который сидел в концлагере. И его потом Андрей Борисович Ермак уже как бы без намеков прямо тебе транслировал. Ты помнишь, что там было сказано? Сначала сдались те, кто верил, что там закончится, а потом сдались те, кто не верил, что закончится. Не сдались только те, кто вообще не думал, просто влачил свое жалкое существование. Вот. Так что, если ты задаешься такими вопросами, то зря. То велик, то візок накривається не життя, а насолода. Та да. Жизнь заходит, держись. Я не сдал долг в унике, будет шанс 10-го еще. Но вот вопрос, стоит ли бежать к психологу за справкой и идти в академ? Или рисковать и пытаться пересдать сложную хуйню с риском отчислиться за месяц до диплома? Пересдать и не отчислиться. Я на веле езжу почти на самых дешевых комплектующих. Все норм, если ехать без трамплинов метровых. Не, ну я ему там пизды нормальной даю в лесу. Может не метровые трамплины, но добротный такой. Я понимаю, что мой китайский ардис развалился бы. Что с ним, в принципе, и происходило. Отгнил вынос руля и отпал руль прямо на дороге. С руль. Привет, на престу можешь не покупать переходник. Просто снимаешь с насосного шланга наконечник, сам шланг насаживаешь на ниппель и качаешь. Шланг не слетает. Ну, у меня есть и от переходник, если что.
Я просто был удивлен, когда эту технологию первый раз увидел. До этого я всю жизнь ездил только на, ну, только на таких китайских велосипедах Ardis, а там самый стандартный, этот самый сосочек. Да, Преста, Преста. Велосипедисты, велосипедисты, велосипедисты в чате. Друзья, кроме ниппелей мы еще можем геморрой обсудить или что там с велосипедом связано. Сначала садились мужчины 25-60, потом сначала сдались мужчины 25-60, потом сдались мужчины 18-25. Выжили только мужчины 60+. Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Вопрос с подвохом явно. Денис, ты любишь домашних животных? Знак вопроса. Любишь с ними обмениваться позитивными эмоциями? Не получается. Ну, как животное, как животное. Я хотел сказать, что загорелся идеей реально. У меня там друг ездил в зоопарк и скидывал мне пеликана. Я начал искать, можно ли купить себе пеликана, чтобы он жил у меня. Нашел одно объявление, 19 тысяч. Пеликан, не, нахуй, сильно дорого. Нашел, короче, что оказывается всего лишь 3 с чем-то тысячи стоит павлин белый. Мне нужен белый павлин. Желательно 2. Самец и самка. Может, они даже павлинят еще нахуярят. Представьте, приходят там друзья побухать, а у тебя павлины ходят. Да, мои идеи вечно. То ишак, который 70 километров едет в час. То конь, блядь, то, короче, павлін. Я не знаю, павлін разве может улететь? Від розробників мені треба віслюк. Да, я там же на том сайте посмотрел, что, оказывается, есть еще мини-пига можно взять. Мини-пига. Или мини-козу. Мини-козу. Мини-козу, коза. Какая-то африканская страна, не помню название. Занзибарская, ну, короче, какая-то мини-коза. Який положняк по АДН? Если по АДХД? Никакого положняка. Традиционная немецкая политика. Как у Майка Тайсона. Тигрица жила 15 лет прямо дома, почти как у Кадырова, да? Только он еще людей скармливает им. Потом она бабе руку откусила. А, ну похожая история. Почитаешь новости и депресняк постоянно. Зайду, к примеру, к Луганскому. Одно пишу, зайду к Стерненку, другое. То ли я не то что-то читаю, то ли общество так разделено. Ну, сложно сказать. Если ты сопоставишь цифры того Луганского со Стерненком, ты поймешь, что общество разделено, но пропорции там совсем не в пользу Луганского, скажем так. Но опять-таки охрана СБУшная не у Луганского же, да. Тоже многое говорить о нашем будущем. За нинішніх темпів просування і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв при населенні у 144 мільйони Forbes. Это, наверное, классический пример, типа, скажем так, аргументов от аналитики статистики. Типа, все просто. Формула такая. Берем все потери за все время войны, темпы продвижения, и, типа, потом считаем со всей территории Украины. Гениально, правда. Так же войны и устроены. Я, честно сказать, не знаю, кто такой Луганский, но... Меня спросили, я ответил. Ну, то есть я так догадываюсь, что это, но... Санкции против Арестовича обсуждали. Кто дальше пойдет под политический нож? Военные? Какие военные? Дальше лохи какие-то пойдут. Кто голову подымет, тот и пойдет. Гетьманцев тоже эту статистику глянул и респектнул всем одлифанчицам. Скоро выдаст всем номерок в фонде демографичного відновлення. Бля, если задуматься, в этом какие-то такие... Ну, я понимаю, что это звучит неадекватно, но, блядь, такие какие-то советские большевистские вайбы. В смысле, что Гетьманцев знаком, ну, я так понимаю, с топовыми онлифанщицами. Ну, то есть, вы поймите, они же все, типа, ходят под статьей о распространении порнухи. То есть, они буквально в его власти. Он может, опять-таки, наш любимый пример, блядь, прийти сказать какой-то топ онлифанщице, ну, я, честно говоря, так на ум никто не приходит. Ну, в общем, да, сказать ей соси, пожалуйста. А если нет, то мы тебя по статье распространения порнографии закроем. Если задуматься, это, ну, могло бы быть сюжетом какого-то такого гротескного фильма о раннебольшевистских годах. А как, слышь, они ему взятки дают натурой. Как-то же это называется, по-моему, у проституток, когда они так откупаются от полиции. У этого есть термин. Давно не донатил. Собирал на машину. Вышло дороже, чем рассчитывал. Зато машина сразу с водителем, жена за рулем. Теперь еще смотреть, что за ошибка сегодня вылетела. Боюсь, дешево не отделаюсь. Классика. Покупка машины, потом
вылетает чек, а потом ремонт, а потом ты поездишь, пропажа холостых оборотов, не держит холостые обороты, так ву-ву-ву-ву, или детонация сильная на холостых. Так что жди. Но поздравляю с покупкой. Мне такое, конечно, только снится. Это как я недавно думал. Просто, понимаете, плоховато помню, поэтому, может, до конца мысль не оформлю. Но недавно, сегодня кто-то скинул в чат в Телеграме фрагмент из Реутов ТВ, помните такую передачу? Где, значит, какого-то на каком-то коммунистическом мероприятии, на коммунистическом митинге один из ведущих склонил деда к луплению по деснам, да. Ну и типа вот этот жанр юмора через псевдожурналистику, да, в нем же все конченые. Видимо, потому что я просто пытаюсь простроить мысль, да, то есть давайте просто вспомним этот юмор часто с политическим окрасом, где именно юмор через псевдожурналистику, то есть мы таких людей знаем. Я помню, что я смотрел, но просто уже смутно помню, но помню эмоцию. Смотрел интервью у вот этих ребят, вот этих двух людей из вот этого Реутова, да, у Дудя они были, я его смотрел, да. И они же абсолютные кончалыги. Кого мы просто еще знаем из представителей этого жанра, как я уже сказал, юмора через псевдожурналистику. Это с украинской стороны представитель, да, вот Майкл Щур, читаю его твиттер, человек абсолютная мразь, кончалыга максимальных масштабов, максимальных, вот самое такое, та самая мразь, о которой говорил Любарский, кто там, которая осталась когда выкачали говнояму на стенках, вот кал. Ну, вот такой человек, да, то есть вообще все людское ему чуждо, и он там даже не старается. Как, не знаю, наверное, самое главное лицо этого жанра, да, вот часто прибегающий именно к вот такому инструменту, Барон Коэн, да, Саша Барон Коэн. И при этом он же тоже какой-то там, ну, самых таких обыкновенных левацких взглядов. Ну, то есть, если почитать там, что он иногда репостит в Инстаграме, да, и так далее. Я, в общем, к чему, суммируя это все, мне кажется, что, наверное, нужно, ну, вот эти люди, то есть, я человек лишенный талантов, но просто, а почему бы я так не смог? Я бы так не смог, потому что, ну, это же охуенно смешно. Как можно это делать и не смеяться? Мне кажется, что для этого нужно что-то, чтобы было с мозгом. Ну, то есть, какой-то там аутизм, может, да. Представьте, гнуть вот такую линию до конца, да. И я понял, что этих людей вот это объединяет общая вещь, поняли? Дурнев, кстати, да, Дурнев. Я, в общем, пытался суммировать, что, наверное, этот жанр требует от тебя, ну, то есть ты подойдешь этому жанру, если у тебя что-то с головой. Но потом, к сожалению, конвертировать ты ни во что это, ну, на мой взгляд, хорошее не сможешь, да? Потому что ты кончалыга, потому что этого требовал жанр. Ну, вот так, понимаете? И это, блин, прослеживается сильно. Вот такие мысли сегодня у меня были утром. Вроде говорит правильные вещи про свободу слова, права человека, а потом включаю видео с Карасем, слушаю и понимаю, что я вообще какой-то урод. У него совсем другая философия самопожертвования ради нации. А я, бля, ну видишь, он до сих пор не пожертвовал. Не готов идти, ну жив раз, да. Не готов идти, то есть жертвы нет как-то. Не готов идти воевать, рисковать собой. Или ситуация, как со Стерненко. Но в то же время внутри что-то гложет. Все-таки страну строят именно те, кто готов рискнуть собой. И я думаю, будет ли в этом смысл, если я сдохну? Нет, чувак, строят те, кто готов рискнуть собой ради своего политического представительства, да. А не, ну, то есть ты можешь, не знаю, пойти попытаться перебежать шоссе, да, где там 3 полосы в одну сторону, 3 в другую. Это риск собой, но он тебе никак не поможет строить страну. Это подходящий пример, да. Хотя даже я, да, там в кругу знакомых знаю людей, которые пошли в армию именно ради того, чтобы потом у них была эта строчка в биографии, чтобы потом это конвертировать в политический, социальный вес, интегрировать, строить это в свой активизм, да, которым они занимались до этого. Но они уже с армии многие снялись, ну, то есть это люди всегда умеющие, имеющие подвязки и умеющие, скажем так, уныкать каких-то для себя очень тяжелых последствий. Вот. А что тебе сказать? Зря ты так находишься под влиянием всего этого, потому что в этом же смысл деятельности этих людей, которых ты слушаешь, да, то есть, ну, это политика, и они склонны, ну, то есть они работают для того, чтобы склонять тебя,
на свою сторону. И, естественно, каждый подбирает в этом смысле какие-то максимально удачные, максимально, ну, можно сказать, манипулятивные на эмоциональном уровне аргументы. Вот. Поэтому, конечно, всегда считал, что этот конфликт можно в целом разрешить. И в этом, мне кажется, есть какая-то эволюция, да, политики, политических идей, что будущее за идеей, которая может разрешить, скажем так, вот это противоречие личного и общественного, да. То есть это возможно, ну понятно, в рамках закона противоречия личного и общественного. Скажем так, какого-то личного успеха и какого-то общественного блага. То есть это возможно, и будущее точно за этим. Саша Барон Коэн классный же, Бурат, Бруно, Али Джи, конечно, это охуенные фильмы, и сегодня мы еще их вспомним. Э, Но вне этого, вне фильмов. Так-то и ранний Щур великий, реально классный, очень смешной. Как и Реутов. Как и еще что, как и Дурнев. Ну, строят не те, кто готов рискнуть собой, а те, кто готов рискнуть другими. Они это явно демонстрируют своим примером. Но видишь, у людей совсем другое мнение складывается. То есть они нагло умеют преуспеть в этом хуцпизме, да, откровенно. Тем не менее, есть и были добровольцы, люди, которые пошли на войну из моральных убеждений, конечно. Просто я не знаю, как это связано с тем, о чем ты пишешь. Да. Да что ты мне доказываешь, что Саша Барон Коэн хороший актер? Я с этим не спорю, я с этим полностью согласен. Прекрасный актер. Вообще не об этом говорил, зачем это доказывать? Непонятно. Хотя, кстати, вот эти фильмы не смотрел. Но слышал о них. В смысле, вот особенно про вот этот сериал про израильского шпиона. Забыл только название. Блин, ну не хотят пустить секс в страну. Все по-серому, по схемкам. В Україні секса нет. Ждем, коли нарешті буде зроблена приватизація жінок, а то заїбав цей постсовок. Саме так та блінчоки б'ються за аудиторію любыми способами, которые подвернулись. Это актерство и профдеформация. Ну, тоже однозначно сказать нельзя здесь, но... Опять-таки, нужно понимать, что это и неплохо, да, зачастую. Ну, то есть это нормально, что люди там конвертируют свое что-то в что-то другое, да, вот как Маркус, например. Это естественно. О, а что естественно, то не безобразно. Тогда я что-то тебя не понял. Тебе просто личность таких, как Коэн, не нравится. Бля, я тебе пытаюсь объяснить, что люди, делающие именно вот такой породы, именно вот такого жанра контент, я объяснял какой, да, то есть вот юмор, который через псевдожурналистику. Мне кажется, он требует от тебя какой-то проблемы с головой определенно, какого-то аутизма, да. Возможно, с этим связано потом, что эти люди отстаивают очень часто самые злые, самые античеловечные какие-то или самые плоские, ну, в случае барона Коэна. Ну, может, с ним я ошибаюсь еще, да, но у меня сложилось такое впечатление. Самые плоские какие-то, самые античеловечные политические идеи, да. Ну, в США, понятно, это менее остро, чем у нас, конечно, чем у нас. Чем наш Майкл Шур, например. А люди требуют от них отношения, как от каких-то реальных, настоящих журналистов, с какими-то там высокими моральными ценностями, стандартами и так далее. Как бы ты охарактеризовал свои взгляды? Есть какая-то идеология, к которой ты себя относишь? Ну, такой идеологии нет, да, и лучше себя реально в какие-то лагеря не записывать, потому что это всегда плохо. Потому что ты присоединяешься к чему-то, на что ты уже повлиять не можешь, да, оно живет своей жизнью. Но я однозначно сторонник свободы в политическом смысле, да, и против интервенции государства, да, в жизнь людей, в экономику и так далее. То есть все такие решения, где есть возможность, но опять-таки ситуации разные, и это не означает догматичного отношения там к политике и к политическим решениям, да, то есть где-то вполне может быть адекватно какое-то другое решение, не обязательно дающее там мгновенную экономическую свободу, да, то есть это вопрос политической целесообразности. Но в остальном, безусловно, я везде придерживаюсь и везде все пропускаю через призму вот таких ценностей, ценностей свободы личности, свободы предпринимательства и так далее, и так далее, и так далее. Подожди, Денису не нравятся евреи? Нет, евреи мне нравятся, евреи самые лучшие. Я бы хотел, чтобы евреи управляли Украиной. Может, мы тогда бы были как Израиль.
Чтобы премьер-министр был еврей, чтобы глава президента был еврей, президент еврей. Жаль такого будущего. Да жаль такого нет, но может будет в будущем. Либертарианец как пан президент, да. Минархист это вроде когда одно яичко, пацаны. А у тебя два, да, +1 или -1. Если у вас есть неутомимая жажда, перманентная усталость, резкое падение зрения, набирайте весь, проверьтесь на диабет. 1 из 3 людей с диабетом не получили диагноз соответствующего лечения. Преддиабет лечится, и даже диабет второго типа. Важное обращение. Журналісти зараз мають репутацію як у проституток, хоча у них, на мою думку, набагато чесніша професія, ніж у журналістів. Актори мали таку колись і, може, зараз мають, тому бути актором-журналістом чи журналістом-актором – це автоматично викривати свої психічні неполадки. Дуже інтересно. Дуже интересная мысль. Дополнил мою мысль умело. Как, кстати, к Маркусу относишься? Не досмотрел его фильмографию. Я его раньше уважал, но посмотрел серию выпуска, и уважение явно подкупало, и становится понятно, зачем это делается. Пафос плюс обвинение в том, за что сам в ответе. Ну, я не знаю, кто за что в ответе. Ну, реально. Но сам что плохого того, что он пытается дотянуться в политику? Мы с вами должны понимать, но мне кажется, это важная деталь, да, что я не пойму сопротивления людей этим естественным процессам. Он рвется в политику, да пусть рвется. Чем больше там будет разных клоунов разного порядка, тем более раздробленной будет украинская политика, тем лучше. Чем более она будет централизована, то есть чем меньше людей там будет представлено, чем меньше людей будет допущено до корыта в глобальном смысле, да, в большую украинскую политику, тем хуже. Тем хуже реально, тем все будет хуже, централизованнее, тем меньше надежд на какой-то позитив, но точно негатив будет. В Україні гроші потрапляють тільки через офіси в Дніпрі, но слава богу, їх не тронули вроде этой сделкой с Америкой. Блин, сори, автозамена была. Т9, помните такое еще? А вот видите, он за то, что гнал на его горе замкомбрия, которого он сам же говорил пойти на рост должности. Хотя тут опирался. Но он же описывал там, почему так. Ну, признался в своих ошибках. Хотя, честно говоря, судить о таких вещах тяжело, не будучи с ними никак связанным. Вчора побачив, що Яніна Соколова не пройшла тест на Питер. У вас две палочки, да. И снималась у 2010-му Россериалах. Я видел, да, с интерном вот этим, сука, забыл, как его звать. Вот Лобанов, сука, Быков, сука, Кисягач. Романенко. Ха. Ну, Романенко, видимо, українець, да. Ну, фамілія это у него Люди Ікс. Навіть з гномом з інтернів знімалась. Чому всі націоналісти наші мають пройти або КПСС, або Питер? Потому что надо врага знать в лицо, надо знать его изнутри. Это раз. А два, ну понятно, психологический феномен часто работает, вот такого типа нездорового искупления непонятно чего, да. Но это больше про вот эту мандавошку, которая там робила вам нервы, деканализация, ну вот про таких людей, про мелкую сошку, про самую такую грязь, которую в случае чего спишут. А вот про таких людей, это же профессиональная мразота, Янина Соколова. То есть она там призывает много чего, как человек писал в чате, жертвовать, идти там добровольцами. Сама она, о чем она сама писала, да, я это узнал от нее, это не какая-то там фейк-информация от брехливых медиа. Нет, она сама сказала, что ебучие поляки, ну то есть не то, что там Украина, зерно, то все похуй. Ебучие поляки заблокировали дорогу, я не могу попасть к своей семье в Польшу. То есть она тут вас развращает там ненавистью какой-то непримиримой, еще какой-то торговлей говном. Сама она уже живет на 2 страны, дети у нее ходят в польскую школу. То есть в случае исчезновения закономерного, да, если придерживаться таких лекал, которые она пропагандирует, в случае исчезновения страны у нее все там уже не то что запасной, основной аэродром, ну то есть понятно, где будущее детей, там и твое, наверное, будущее, уже типа все там сделано, все стабильно. Удивляться тут каким-то российским сериалам, просто мне кажется, что моя вот эта аргументация, да, очевидная, она тяжеловеснее, да, чем аргументация про Россию когда-то, потому что у них у многих в Украине же такой след, такая строчка в биографии, но они говорят, что ну я передумал, то есть ну им можно передумать, все нормально, я передумал, я прозрел, а тут, ну не знаю, мне кажется, что если ты
призываешь к каким-то жертвам, сама вывезла всю семью в Польшу, то это, ну, это, мне кажется, тяжелее, потому что это не, тут не откупишься тем, что ты передумал или что-то там не понял. А нечего в чужую жизнь лезть. Именно так. Это мы еще чужие деньги не считали, да? Дионис, а ты бы вывез жінку в Польшу? Нет. Я б сам в Польшу уехал и ее оставил. Это другой разговор. Так, ладно, короче, давайте к новинам переходить. Ну все, конец. Вы заметили, кстати, что я не монтировал прошлую запись и не уверен, что отмонтирую эту реально. Что-то поняли? Пропала, упала. Как-то вы не смогли, в общем, ни остроумно, ни круто дополнить мои плоскодонные мысли. Ну, может, это потому, что они плоскодонные. Но, тем не менее, друзья, я с вами прощаюсь. Вот. Проводите больше времени на природе. Только вдали от дорог, людей. На природе, в общем, в лесу. Да, друзья, спасибо, что сегодня пришли. Отдельное, огромное, невыразимое спасибо тем, кто меня финансово поддержал. Вот. Рад был всех вас видеть. Спасибо тем, кто писал в чат. До встречи в понедельник.